Друзья, иду на барахолку сегодня. Барахолка у нас проходит в историческом месте, в самом центре старого города, возле Марктплац. Вот это видно часть Марктплацкирхе, главного собора Ганновера. Вот сейчас я пройду немного вперед и потом через Марктплац к речке. А вся барахолка у нас проходит в центре города возле речки. Кстати, там построили искусственную волну, сделали. И сейчас там катаются серферы, когда высокая вода. Если будет сегодня высокая вода и волна, то сниму, покажу, как это выглядит. Ну вот я подошел к Марктплац, поворачиваем, и вот самый центр города. Церковь сейчас на реставрации, башня в лесах, центральная колокольня. Сейчас такой вид, немного не туристический, строительные леса, но куда ж без этого. Ну вот, сегодня пусто. Погода пасмурная, прохладно. Градусов 10 сегодня, да меньше, 8, наверное. 3 недели светило солнце, а с сегодняшнего, вернее, со вчерашнего дня уже холодно. Ну вот, иду прямо в историческую часть. Здесь еще в Ганновере сохранилась улица фахверковых зданий, одна из немногих. Вот, все остальное было тотально уничтожено бомбардировками. Так что, можно сказать, в историческом сердце города. Осталось метров 200 по этой улице. И я подойду прямо к речке. Там, где все это и будет происходить. Люди движутся в том направлении. Иногда камеру выключаю, потому что в Германии лучше не снимать людей, когда они попадают в камеру, что могут попросить это все удалить. Поэтому не будем рисковать. Еще одна достопримечательность Ганновера — это дом Лейбница, известного математика, философа, вот, который, говорят, придумал двоичную систему. А это фонтан у дома. Ну вот, в принципе, мы уже перешли, вот деревья, это уже за речкой, которая впереди. То есть сейчас вот набережная, и на набережной проходит барахолка. Сегодня праздничный день предпасхальный, поэтому, скорее всего, людей будет мало. Но посмотрим. Может, что-то удастся найти. Мужчина снимает это. Здесь такой старинный букинистический магазин с интересными предметами. В основном это живопись, гравюры, литографии, книги. Вот. Даже левый орден Победы. Но тем не менее. Вот витрина заполнена экспонатами, акварелями, литографиями. Полный магазин букинистической старинной продукции. Так что в Ганновере такие магазинчики есть, антикварные. Ну что, идем на барахолку, она уже рядом. Начинается тут начало букинистически кассетно-фарфоровая часть. Но тут ходить сейчас не буду. Может, потом подойду. Вот тут стол с посудой. Так. Вон картина стоит. Ну так, ничего особенного. Идем дальше. Вот люди продают всякие украшения. Серебряные. С камнями без.
Прикольно. Ну да, сегодня людей очень мало. Все-таки чувствуется праздник. Поэтому барахолка такая не очень. Прикольно, футляр для ручек. Красиво. Современно. Под старину. Morgen. Morgen. Тут ничего интересного, здесь стол игрушек. Сплошные игрушки. Любителям лего. Вариантов миллион. Еще, наверное, наборы ящиками. Ну, в смысле, в разнобой. Тоже игрушки. И книги. Там была шкатулочка. Прикольно. Иначе музыкальная. Миниатюрные слоновые кости. Да, похоже оригиналы. 70. Von wo sind Sie? Polen oder Ценник Polen? нет. Hier ist das was? Rosenthal. Handmalerei. 60er Jahre. Гёте. Was kostet die Miniatur? Welche ist Diese? das? Für diese nehme ich 30 Euro. 30? Ja. 30 евро. Bitte? Вот это 70. Тут какая-то личность известная, наверное. Das ist so Гёте. teuer für Sie. 40 Euro. Гёте. 108, Bitte. что ли? Данке. 25 ist der unterste Preis. Угу. Darunter kann ich die nicht weggeben. Das ist noch Elfenbein und Miniaturmalerei. Das ist Ja. Geschenk dafür. Миниатюра на слоновой кости, он говорит. Эльфенбайн. Почти настоящий пистолет. Это миниатюрные книжечки. Так, что тут еще интересного? Пока ничего не вижу. Это от велосипедов накладки. Велосипедные накладки. Кто-то коллекционирует, наверное. Так. Реальная барахолка сегодня. Кстати, вот ящики с инструментами. Все там за копейки.
Да, барахолка сегодня слабенькая, очень мало людей. Но тем не менее они есть. Пройдем по кругу. Это вот с одной стороны вдоль набережной, через мост на ту сторону, в обратную сторону вдоль набережной и опять на Марктплац. Вот обычно здесь всегда куча народу. Вот марки, обычное явление. Везде их полно. Шкатулочка с инкрустацией. Эта женщина тут постоянно торгует. Часто я тут вижу. Ручки Паркер она уже давно продает. Ну, в принципе, она знает, что она продает, поэтому у нее не дешево. Echt Silber. Угу. Hier ist alles echt Silber. Угу. Все серебро. Echtstein auch. Was kostet das? Vermutlich 100 €. Entschuldigung? 100. А, 100 евро? Угу. 100 евро. Danke. Schönes Geschäft. Пасхальное яйца. 3 евро штука. Кто в детстве не наигрался паровозиками? Куча паровозиков. И машинок. Такие машинки. Ценники на машинки. Entschuldigung. Ich weiß, das gehört dir nicht. Да, кто-то занимался. Du, ich sehe da Star Wars und sowas. Ретро-машины. Ich wollte gerade sagen, ist er dabei zu veräußern? Хороший автопарк. Macht mir alles nichts. So, ja. Wir machen heute Машинки. Naja, wünsche ich gute, dass es da einigermaßen glatt geht. Ja. Und ja, was heißt glatt gehen? Die wird das nicht überleben. Auf keinen Fall. Die hat so eine Halskrause, ne? So eine Halskrause, ja, durch ihre Limit-Sachen muss sie die jetzt tragen. Das ist so aus Glas. Оптичная посуда даже. Ich bin jetzt wenig begeistert davon, dass Sie meinen Stand und nicht filmen. Hallo? Алло. Ich bin jetzt wenig begeistert. Ну вот то, что я и говорил. Предыдущий продавец возмутился, что я снимаю без разрешения его стол и запретил снимать. Здание 18-го года. 17-й год. 17-й год. Такие любят тут продавать альбомчики с фотографиями. Чьи-то фотографии, чья-то жизнь.
Рисунки, эскизы чего-то. Эскизы каких-то украшений настенных. Короче, движемся дальше вдоль речки. Что тут еще может быть? Кто знает, что вот это такое? Это гасить свечи. Такая штучка. Ну и, конечно, почти слиток золота. Тут тоже торговцы книгами, кассетами. Вот детские брелоки. И снова игрушки. Да, сегодня очень мало людей. Ну, это профессиональные торговцы. Восточные люди какие-то. Шмук всякий. Всякая всячина. Ну, кстати, камея такая. Вон еще одна. И еще. Всякие штучки. Так подробнее. Цены даже спрашивать не буду, тут дешево ничего не продают. Но полно всего. Noch nicht, er macht es mal danach. Aber Ja, genau. Dann kann man nachher unterschreiben, gut oder schlecht. Aber Чё тут только нет. ja, du sollst wenn es für heute macht, aber das heißt, du den Arsch auch wenn du heute nicht zu mir Все перемешку. Серебро, янтарь, и камертоны, и щетки, и бусы. frag ihn vielleicht. Hast du einen Tisch über für ihn? Hä? Hast du einen Tisch Nee, über? ne? В общем, Nee, ne? и даже монеты в виде Hat er брелоков. vergessen. Nein, du, ich komme gerade zu dir. Das habe ich ihm gesagt. В общем, Du heute nicht zu mir kommst. профи. Mama, bitteschön. Данкишон. Was kostet die гармоника? Noch nicht. Was kostet das? Für den nehme ich 20 Euro. Muss ich aber haben. Ne? Danke. Dann nehme ich 35 Euro. Das ist ein Döner. Sehr guter Zustand. Originale Schachtel. Угу. Ну, гармошки. 20 евро хотел за ту гармошку. Ну, думаю, это также где-то стоит. Ну, такая гармошка уже повидавшая виды. Ja, das sind sowas von Данкишон. schöne. Мыслитель. Ну, так не очень. Ну, я так понимаю, бинокли. Бинокли. А тут что? Интересно, что это такое? А, это какая-то камера. Камера Акфа. Хм, интересно. Такая бронза прикольная. И даже это, наверное, и не бронза, это что другое. Блюдо неправильно стоит, вот так. Вот так правильно.
Наверное, посеребрение когда-то было. Шикарный мотоцикл с коляской. Пожарка. Тоже бомбическая. Железная игрушка. Интересно. Was kostet das Auto? Für die nehme ich 70 Euro. 70 Euro. 70. Und Motorrad? Blecharbeit ist das. Motorrad? Das 60 Euro. 60. Ja, was? 60. Ну, вот то, что я говорил. На каждой барахолке горы альбомов с марками. Но это более современные. Часто попадаются старинные. Enzo, lass uns diese Sachen hier runter. И по Третьему рейху, и по Первой мировой. Ну, в смысле, по Казирайху марки. Но это современные. Это toll. Это марки современные. Цветные бокальчики. Enzo, komm, geh mal dahin, mach das nicht. Такие часики с французским орлом. Французские, наверное. Ну да. Ну, думаю, наверное, не идут. Ну, механизм чистый. Ну, такие уже уставшие. Ну вот на мосту прямо тоже барахолка продолжается. И так через мост налево вдоль речки. Вон, кстати, речка. Тоже камни, украшения. Ну все. Вот есть немножко. Да. Немножко скульптуры. Скульптура. Балерина симпатичная. Красивая скульптура. Ну, такая достаточно большая картина. Вот вам барахолка. Лисы. Похоже на янтарь. Здесь арабские продавцы продают все подряд. Монеты. Ну, такая современная больше мелочь. Даже вот евроценты валяются. В общем, для любителей порыться Ну, кстати, купюры в рамочках. Интересно. 20 марок 2014 года. Это же надо было запихнуть ее туда. Она по размеру-то больше. Короче, вопрос не коллекционирования, а наличия в рамке. Ну вот и Веймарская республика. Тут что?
Посмотрим, что тут. Франция. Интересно. Ну вот, уже народу достаточно много поднасобиралось. Люди уже идут, смотрят. Вот такое. Вот тут. Тут у нас фотоаппарат. Витоавтоматик. Ну, ковры. Кружки. Вот такое. Новое. Burada güzel gözleri var ama. Ha? Güzel mi? Numarayı olması lazım. Инструмента. Набор молотков. Недорого. Целая коробка янтаря. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich finde es sehr wichtig. Also nicht Ну вот. Банкноты. 10-й год. 7 цифр. 10-й год. Короче, пластиковые коробки для тематических монет. Куча всякого железа. Бавария. Что там, когда будет? А? Когда будет Что нашел? слет следующий? Слет Я уже его брал, его, наверное, уже каждый раз. Америка. След, я что, соскучился уже по слетам? Я сам не знаю, честно. Вот, нате, старинный. Может, стоит что-то. Пробей по телефону. ГДР, наверное, какой-то, со снеговиком. Ну, я где-то, по-моему, такое видел. Что-то. Горы часов, бижутерии. И вот среди этих гор бижутерии может попасться что-то серебряное или золотое. Причем легко.
Ist er auch Silber? 15 Euro kann ich machen. 25 Euro, aber 15 Euro kann ich machen. Aber die nehmen wir jetzt schon mal an. Ja, gibt 5 Euro. 30, 45. Nimm 2 Stück. Nimm noch eine. Да. Ja, gut. Ну, сколько меди. Наполеоновский. Ну, 39-го года. М? 39-го года. Нет, 39-го ни о чем. Сокровища. Целая коробка меди. В основном английская. Коллега ищет сокровища, но похоже их нет. Да. Немного. Ну, ничего такого, Гидар, Хардин. Шмук. Он 10 марок. Да полно. Там целые горы марок. Ah, echt? Okay, das wusste ich nicht. Gut. Na dann. Nee, das Band kannst du runterlassen. Naja, das ist ausgeleiert. Das ist so ein ausgeleiertes Gummi. Also fest anreißen. Alles komplett. Ja, bitte. Ja. Frag mich. Ja, das ist Silber, nicht geparkt. Ich möchte nicht studieren. Meine Mutter, die hat so ein richtig krasses Auge. Sie ist gegangen, hat noch für 50 Cent ein Weißgoldstück, so Designern, was weiß ich, gekauft. So, ne? Über 1000 Euro. 50 Steine. Die wissen, die sehen Gold, Silber, die wissen, wie Karat ist. Weißt du? Ja, guck jetzt wieder. Вертолетик. О, что-то. Ну, не золото. Золото, к сожалению, я не нашел. А вот серебро попалось.
Ну, это дальше. 10 пенни, это что такое? Нотгельды. Нотгельды в прессе. Это 2 марки. 21 год, Веймарская республика. Прикольная Нотгельда. Все в прессе. Ну, Нотгельда — это, конечно, тема бесконечная в Германии. Ну, этот продавец знает, что он продает. Ну, вот миниатюра на слоновой кости тоже. Прикольный мопед. Ich glaube, das ist alt, oder? 60 Jahre ist nicht alt. Ah ja. Вон барахулка вдоль речки. И вот люди на лодках катаются. Воды много в речке. Но волны, наверное, сегодня нет. Не слышно шума. Наверное, серферов не будет. Телефон. Вот ящик целый техники всякой. Ну, пожалуйста, кассеты прямо GVC в забайках. Canon. Объектив какой. И еще объектив. И еще Canon. Было здесь Zippo. Да. Интересно, прям на спасной. Чехол для зажигалки Zippo, но без зажигалки. А вот это что, кость? Ну, не знаю, похоже. Попугай? Орех какой-то, наверное, настоящий. Не знаю. Нет. Шкатулка лаковая с инкрустацией перламутром китайская. А это что такое? Консул. Трубки. Мексико.
esta vez es de pero Hércules que yo Кожаная pidió летняя шапка. Вас коштует? Ya me vivo su producto ahí completo. 25. Así cocinaba mi hermana. Хорошо. Mira para venir a grabar. Что за ручка? Ich durfte nie so eine haben. So verwirfte Hunde. Baby Cheese gehabt. Baby G, ein Mädchen, ja. Ich durfte das nicht. Ist das alleine? Weiß ich nicht, hast du da was dazu? Da müssen wir eigentlich noch. Was nimmst du denn für das Да, у тебя? Молочный. А вон. Знаете, не знаю. Ну посмотри. Ну ничего симпатичного. Симпатично. Nicht so leicht auszumachen. Ничего. Значит, не они. Ну это может и другой есть там еще. Пантера, это что так по башке? Зачем? Мысли у тебя какие? Кровожадные. Просто что она тяжелая так. Это современная. Так. Mercedes-Benz. Белка. Вот может быть вещь интересная, да? Кстати. Это токарный станочек, мне кажется, какой. Кофемолка старинная. Wie viel nimmst du für den Hi? Wie viel nimmst du für den Locher? Силовая. Ich hab den auch, oder der ist. Da reicht mir auch zu wissen. Also, wollt ihr kaufen oder wollt ihr? Nee, wollte ich nicht. Meiner funktioniert ja. Hier ist ein schöner. Ja. Шульштрасс. Табличка уличная. Табличка. Gadget Town. Immer 1 Euro so eine Eule. Ja, das hast du gesehen? Die sind auch mehr, die sind schön, ne? Die sind auch noch. Это что, проба, да. 800, 925. Die drauf
Мгм. И все это забрали. Да почем интересно? Die ist am Bild, logisch. А тут не написано, пробы не вижу. Хотя металл вроде тот же. Ne? Guck mal Нет, hier. да это не. Aber das ist doch Ну, eine von да. Föhn. Она, во-первых, легкая. И это легкое, ты думаешь, тоже легкое. Ну, это посеребренная. Ну, Может, да, там не может проба стоять на посеребрении. ну, не знаю, у меня такой кусок серебра и так. Да есть. она дутая, она пустая внутри. Ну, понятно, что поставил. Все равно, блин, вообще не на, Не, кинь туда. Современное искусство. Hat er uns erzählt, Die Ringe sind schön mit dem türkisen. hat er nochmal getroffen. Dann hat er mir erzählt, wie er sich am besten umbringen will. Oder gehängt, schießt. О, музыкальная шкатулка. Прикольно. А вот это. А вот тебе дрон, смотри. У меня два дома. Что ты не летаешь? Малой летает. Да? Прикольный аппарат. Ходок. Он же нет там. Одного бриллианта не взяли. Одного камня бриллиантового нет. Вот видно новую городскую ратушу Ганновера. И вот река течет. А вот это слева это бывший замок правителей Ганновера. Сейчас здесь находится правительство земли Нидерсаксен. Вот. И вот барахолка у нас идет вот вдоль речки с двух сторон, по двум берегам, вон аж до того дальнего моста. Это барахолка в центре. Маленькая барахолка. Вот здесь вот построили в прошлом году искусственную подводную преграду для того, чтобы создавалась волна. Но сейчас недостаточный уровень воды. Когда уровня воды много, то здесь искусственная волна и катаются серферы. Где-то у меня есть видосик, приложу. Есть у нас такой магазин антикварный в Ганновере. И практически не работает. Но витрину не убирают. На витрине много всего интересного лежит. Но, к сожалению, посмотреть не получается. Вернулся я сегодня с фломаркта и кое-что удалось там купить. Покажу сейчас, что купил, а потом уже в конце посмотрим на монеты. Потому что сегодня попались и монеты у одного продавца. Значит, первая вещичка, которая мне попалась, это вот такая заколка для галстука. Автомобиль, как вы видите, фирмы Mercedes. В принципе, уже все, что Mercedes, уже каких-то денег стоит. Но тут еще был интересный момент. На этой заколке есть проба.
И вот сейчас, не знаю, видно, нет. Вот стоит проба. 925. Продавала эту вещичку одна женщина. В принципе, у нее там было несколько заколок. Но я сразу обратил внимание на символику Mercedes. И увидел еще потом, что там стоит проба. Спросил, почем заколки. Она сказала, любая, по 1 евро. Ну, в принципе, вот купил я эту заколку за 1 евро. Еще не взвешивал, ну так, на вес, думаю, грамм 10 весит. То есть 10 грамм серебра за 1 евро. Плюс еще Mercedes. Так что, думаю, покупка хорошая. Стоит эта заколка, думаю, подороже. Попался мне еще вот такой винтажный кошелек. Очень интересная работа. Он полностью металлический. К сожалению, это не серебро. Клейм серебряных здесь нет. Думаю, это или альпака, или нойзильбер. Но это, в принципе, одно и то же. То есть это сплав, в котором нет серебра, но который по внешнему виду очень похож на серебро. Но тоже зачет. Купил я ее за 3 евро. Такая интересная винтажная вещичка. Думаю, стоит она гораздо дороже, чем 3 евро. Вот. Потом мне попалась вот такая интересная коробочка. Я сначала не понимал, что это такое. Но потом подразобрался. Вот она так раздвигается. И я так думаю, что это коробочка для спичек. Потому что вот с этой стороны здесь место для зажигания. А вот с этой стороны есть проба. И вот 830-я проба стоит. Но я думаю, это не полностью серебряное изделие. Здесь, скорее всего, она состоит из нескольких частей. И вот думаю, вот эта часть выдвижная, она не серебряная. Наверное, посеребрение. Вот. Хотя, не знаю, еще не исследовал ее так глубоко. Но мне так показалось. А вот эта часть, скорее всего, полностью серебряная. Так что, в принципе, коробочка обошлась мне в 5 евро. Ну, такая интересная коробочка для спичек винтажная. Так, еще попались мне, вот первыми попались вот такие щипчики интересные. Такая красивая работа, винтажная. Думаю, щипчики, наверное, для сахара или, может быть, не знаю, каких-то печенек. Для чего они. Но на щипчиках есть проба. Мне показалось, что это серебро. Еще и просили недорого, просили 3 евро. Ну вот сейчас я рассмотрел в треугольнике 3 буквы КФЦ и число 90. Но я так понимаю, что это, наверное, не серебро. Я еще не разбирался, что это такое. Но думаю, скорее всего, это не серебро. Но, тем не менее, интересная очень вещичка, недорого. Вот. Привлекла мое внимание, во-первых, она просто работой, как она выглядит, как сделана. В принципе, была цена нормальная. Я даже долго не думал, еще увидел, какое-то клеймо стоит. Ну, взял на всякий случай. В принципе, даже она, если не серебряная, то, в принципе, все равно она выглядит интересно, достойно. Думаю, она стоит дороже, чем 3 евро. Вот, еще попался мне вот такой кожаный чехол. Не знаю для чего, может быть для очков, но для очков он коротковатый. Но самое интересное, что кошелек Bugatti. Не кошелек, а футляр или чехол. Написано с 2 сторон Bugatti. Бренд известный. Ну, в принципе, толстая кожа добротная. Внутри он такой бархатом обшитый. Не знаю, чего это. Может, кто-то знает. Пишите. За 2 евро купил. А, кстати, вот по вот этому клейму, если кто знает, что это за клеймо, напишите, пожалуйста, потому что я пока не нашел, что это такое. Буду благодарен. И последнее, что я еще купил из вещей, это вот такой вот кассетник Olympus маленький. В принципе, даже с кассетой. Не знаю, рабочий он или нет, еще не проверял, батареек нету. Ну, вот такой вот кассетный магнитофончик.
Купил его за 5 евро. В принципе, с вещами все на сегодня. Больше ничего такого не купил. Давайте посмотрим монеты. Значит, по монетам. Начнем с маленьких. Австро-Венгрия. 1 корона. Франц Иосиф. Монета штемпельная, как вы видите. Состояние очень даже неплохое для такой монеты. Я бы сказал, монета состояния МС. И купил я эту корону за 6 евро. В принципе, монета, думаю, очень даже неплохая. Реально штемпельная, чистки на ней я не нашел никакой. То есть хорошая монетка, достойная. Стоит она как минимум раза в 2 дороже. Поэтому долго не думал, купил сразу. И у этого же продавца еще было несколько австро-венгерских монет. Вот такой флоринчик. Ну, здесь состояние такого начального МС. Оно тоже монета штемпельная, в хорошем состоянии. Вот. Так что, как видите, отличная монета. Таких флоринов было там у него около десятка. Но были такие они все изношенные, убитые. Вот эти были монетки в хорошем состоянии. Ну, вот я их и забрал. Флоринчик забрал за 30 евро. Еще один флоринчик там у него был. Но этот флорин уже венгерского типа. Здесь уже у него состояние чуть похуже. Штемпельный блеск присутствует, но уже только по защищенным местам. Но тип у него венгерский. Не часто встречается такой тип флоринов. Вернее, это уже, наверное, форинт, а не флорин. Но неплохое тоже состояние. Тоже за 30 евро монету купил. Так, еще была одна монета Австро-Венгрии, 2 короны. Тоже монета штемпельная. Тоже неплохое состояние. И тоже венгерский тип. Здесь вообще монета зеркалит. Вот смотрите, видите? Так можно подумать, что состояние Proof-like. Яркая монета. Тоже не часто попадается. Купил ее за 12 евро. И еще попалось 2 монетки Австро-Венгрии у другого продавца. Тоже штемпельный цепелинчик. 3 марочки. Хорошее состояние. Думаю, тоже такой МС-63. Монета может получить, если ее отслабировать. Яркая штемпельная монета. А монетка обошлась в 70 евро. И еще вот такие 2 марки Веймарской республики. Монета регулярного чекана. То есть не юбилейная. Тоже яркое штемпельное состояние. И продавец отдал эту монетку за 20 евро. Вот такие были сегодня покупки. Спасибо, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем желаю удачи, хороших качественных покупок и до новых встреч.